делали техническую посадку в Саратове. Вот я нахожусь в кабине пилота. Вы видите, вот все по-настоящему. Рядом со мной пилот. Да, всем привет. Да, всем привет. Он сейчас расскажет об особенностях этого рейса. Напомню, первый рейс авиакомпании «Руслан» по этому направлению. Хочу маленькую особенность. Во-первых, мы находимся сейчас на земле, да, в ожидании документов, и нам позволяет производить видеосъемку сейчас в кабине с учетом того, что находятся люди, скажем так, не допущены к этому. Сейчас под присмотром все это делается, поэтому в целях, скажем так, небольшой рекламной акции или видеоблога, который вы сейчас снимаете, это допустимо. Ваш вопрос по поводу перелета из Ханты-Мансийска в Сухум и вопрос, почему техническая посадка именно в Саратове, сейчас объясню. Дело в том, что каждый производитель заявляет свою дальность полета на самолете. Вот, в частности, это был Canadian Regional Jet. И если взять и посмотреть ту цифру, которая была заявлена у этого самолета, она позволяет, в принципе, долететь от Ханты-Мансийска до Сухума. В принципе, беспосадочный полет по прямой, по ортодроме это называется, но каждый полет должен происходить безопасно. И эта безопасность должна обеспечиваться тем, что по прибытию на аэродром в случае непогоды воздушное судно должно уйти на запасной аэродром. И это добавляет ему тот дополнительный расстояние, которое это воздушное судно должно преодолеть. Поэтому все подсчеты назначения до аэропорта, и поэтому такая техническая посадка, она была запланирована именно в Саратове посредине всего маршрута, что должно обеспечивать безопасность этого полета при неблагоприятных условиях. Какая погода нас ожидает в Сухуме? В Сухуме сейчас нас ожидает достаточно благоприятная погода. Мы, наверное, прилетим, будет достаточно солнечно. Вот. Но дело в том, что там у нас горный хребет Кавказский, который в любую минуту может принять погоду. То есть скапливается атмосферный фронт, надувает ветер. Тем более Сочи тоже там сейчас нестабильная погода. И это все может меняться в любую минуту. Мы этого не ожидаем. Вот. Мы посмотрели прогноз погоды, который нам тоже говорит о том, что в принципе к нашему прилету все должно быть хорошо. В аэропорту Сухуми, в отличие от аэропорта Сочи, можно заходить на посадку с двух сторон, да, я правильно понимаю? Да, абсолютно. Сухум, аэродром Сухум этим, кстати, приятен и уникален. Дело в том, что его расположение, оно именно позволяет произвести посадку с двух стартов. Вот. Два старта, каждый старт, если так посмотреть, полоса прямая, она, если 360 градусов взять, то каждый старт ровным счетом отличается на 180 градусов. Такая вот особенность. В отличие от Сочи, который находится тоже среди гор, дело в том, что в случае взлета на горы есть очень большая вероятность того, что воздушное судно не наберет необходимую высоту для безопасного выполнения полета. Сухум это позволяет сделать со всех сторон. Замечательно, спасибо за интересное интервью. Пожалуйста. Транзит Руслан 39. Руслан 397, говорит транзит, Петровка говорит, что вам необходимо пересадить 3 пассажиров по лодке, чтобы у вас проходила Петровка, чтобы для вас это не было новостью, я вам сообщаю. Без проблем, да, конечно, мы пересадим их с удовольствием. Принято, тогда вот сейчас будет готов, и мы передадим специалисту. Хорошо. Так, какой интересует вопрос? Системы, которые гидравлические, в частности, и отбор воздуха, все имеет двойную дубликацию. Если русским языком так говорить. Поэтому самый безопасный вид транспорта – это самолет. Я сам с удовольствием, когда сажусь сзади, я сплю. Сплю от того, что я знаю, какая здесь работа просто происходит. И вообще тектонический труд просто. И чтобы что-то здесь произошло, начиная от наземного персонала, заканчивая летным персоналом, это надо очень сильно постараться. Либо так небеса сводятся. А небеса могут сводиться и как на земле, так и в воздухе. Все, то, что я могу сказать. Нет, можно вторую? Можно вы меня сфоткаете? Да, я понял. Давайте лучше видео, а то вы меня сейчас нафоткаете. Какая лучше, наверное, фотографировать? Не, можно со второй ногой как-то ее?
фото. Вот так делаем телефон и нажимаем. Готово. Короче, как попадет. Я чуть-чуть сбоку сюда. Ага, еще раз. Спасибо. А теперь селфи. Я ему тоже помахаю. Ну, сложная у вас работа. Да, что своя работа, у вас тоже по-своему сложно работает. Найти общий язык с людьми не каждый найдет. Понял, вот это что такое у вас? Это, в общем, есть наш план работы. Как раз вот ниже flight plan написано route, да, это вот, если вот так открыть, вот наш план полета, который мы сейчас пойдем из, скажем так, из Саратова, дойдем до Каспийского моря, на Каспийском море повернем в сторону запада и дойдем до Черного моря. И вот этот весь маршрут у нас разрисован именно, точнее, описан вот в этой сети, ну, flight plan. То есть такие же дороги. Вот вся Россия, все точки, все навигационные точки. Вот все как-то так. Прикольно. Интересно, мне вот это сколько. А это у вас типа там фары у самолета? Ну да, если уж так банально Разные говорить, детали. то здесь очень много, скажем так, систем жизнеобеспечения. Если вот щелкать, вот это все. В частности, вот то, что мы сейчас летели, вот температура в салоне плюс 4. Ну, вот плюс 25 выдает фар плюс 4. Вот, просто есть свои особенности мои. Это гидравлическая жидкость, отвечает за тормоза, за управление воздушным судном в воздухе. Это электрическая система генераторами, как на машине, в принципе, только 3 здесь, даже 4, если быть точнее. Это преобразованное электричество, постоянный ток, которое, ну, в принципе, те же самые фары и освещение, там, туалет, всякие такие вещи. Это топливная система, вот она разнообразная. Мы заливаем топливо в крылья, вот, а потом оно, ну и в центральный бак, то есть под фюзеляжем там есть. Потом идет выработка, вот так вот поступает двигатель, ну тут такая сложная схема. Ну, как бы в целом, да, это, скажем так, система управления, ну, самолетом в воздухе, да, влево-вправо он поворачивает. Это система противовредительная, то есть мы летаем в атмосфере, у нас включаются облака, у нас включаются, не знаю, какие-то воздушные массы, вот, и чтобы самолет не обледеневал, в частности, нам очень важно крыло, ну и двигатели, поэтому мы включаем систему обогрева, которая все это сбрасывает. Ну, это двери, вот, в частности, дверь открыта пассажирская, вот она светится, если где-то что-то еще откроется, бывает другая дверь засветится, ну и, в принципе, вот все основное. Это двигатели вот мои, обороты, режимы, температура, потребление масла, точнее, ну, давление масла, вот, температура масла, ну, вот такие вещи жизненно важные агрегаты. То есть каждый агрегат, если он начнет что-то сигнализировать, говорит о том, что ну, что-то не то. И поскольку самолет это очень повышенный риск пассажиров, поэтому здесь каждый элемент имеет свое значение. У меня практически, конечно, была пятерка, но такое ощущение, что двойку мне должны были поставить. Сейчас, Я да, ничего не понимаю даже в этом виде. Есть те, которые по физике двойка приходят пилоты. Знаете, что еще интересно? А как вы рулите по очереди? Ну, вот управляете? Что вы имеете в виду? В воздухе, да, по очереди. по очереди. Ну, мы как бы заключается это не в том, что там усталость, не усталость, есть понятие роста каждого персонала. И у меня второй пилот это завтрашний командир. Если он не сможет пилотировать воздушным судном, какой из него будет командир? Поэтому мы это чередуем. А за кнопки кто отвечает, что куда нажимать? Тоже вместе? И также совместно, то есть у нас есть понятие пилот пилотирующий и пилот, который ну, наблюдающий. Вот, пилотирующий, он в принципе управляет воздушным судном, а наблюдающий смотрит то, что все, чтобы было ну, на своих местах и в случае чего там подсказывать. Вот, а я как командир воздушного судна, находясь здесь слева, как любой, отвечаю, то есть, скажем так, мое слово здесь крайнее. То есть, если что-то я чувствую, что начинает угрожать системе вот, или полету, то, в принципе, могу взять полностью управление на себя и сделать те или иные принятия решения. Ну, что, ну, тяжело, конечно. Вот здесь кажется так легко, то, что ну, управляют самолетом, просто вправо-влево поворачивают и все, вот так смотришь. Да. Ну, да, здесь своя работа. А как? Да, это правда, газ, тормоз. Газ, тормоз, ход. Это управление двигателем. Мы, скажем так, движемся только за счет работы двигателей. Вот. А у нас шасси, колеса наши, да, они имеют только тормоз, ну, на земле. У нас есть воздушный тормоз, это вот двигатель мы тормозим. И, в принципе, две педальки мы нажимаем с двух сторон, колеса отжимаются. А вот не встаете, да?
они двигаются, все меняется. У нас даже есть, скажем так, невысокого роста пилотессы, то ей хватает, метр 60, 65, что-то такого роста. Почему у вас в машине нет этого ароматизатора? Вам не хватает? Должна быть строгая дисциплина всего происходящего. Поэтому, собственно, и говоря, и по поводу съемок и всего остального, это, мне кажется, ну, на мой взгляд, это чуть развращает. Вот. Если тут сидеть как-то на пафосе, условно, сидеть музыку слушать, там можно что-то, ну, не сделать. Ну, конечно. Главное не расслабляться и ни о чем Какие-то другом не иконки думать. висят, так это вообще, мне кажется, это религиозный какой-то подход. Во-первых, люди, ну, разные религии бывают, и что-то сразу заведомо показывать какое-то направление одно, но это неправильно. Есть запрещенная тема общения. Это религия, это политика, это спорт. Вы поняли, пилоты умные. И в литературе. Богатый словарный запас. Такая чисто физическая работа, на самом деле, в плане подхода к физическим элементам. Спасибо, что рассказали, спасибо за экскурсию. Но осталось вопрос. Так, все то же самое. Ксения, да? Да. Рука сюда, одна нога сюда. Значит, надо так же поднимать. Чуть-чуть опустить. Спасибо. Знаете, я уже на растяжку на танцевальную сложно, вам, наверное, еще сложнее. Все, спасибо.